31 августа исполнился ровно год со дня смерти Джумбери Силагавы, которого Днепровский патрульный Звонков буквально расстрелял в спину 3 выстрелами среди бела дня. И я ждала этой даты, чтобы посмотреть, может все-таки в Украине завалялся какой-нибудь неподкупный медиаресурс, или вдруг кто-то в соцсетях вспомнит и поинтересуется, как проходит следствие над особенным патрульным. Но нет. Все поголовно, и медиа, и полезные идиоты, и заинтересованные лица, и лохи, все, кто с упоением полоскали и мусолили эту трагедию год назад, как по команде набрали в рот воды, и, следовательно, наступила полная информационная тишина, которая означает одно – занавес опущен. А я только затем и начала следить за этим делом, потому что знала в разгар той свистопляски на костях, что этот этап скоро наступит. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И вот заключительная серия этой трагедии. Мы остановились в предыдущем видео на том, что 20 марта состоялось заседание суда над особенным патрульным Звонковым, на котором судья отпустил его под ночной домашний арест. Это последнее заседание, которое выставлено в реестре судебных решений. 26 марта Звонков уже подал декларацию о доходах, где отметил, что он работает, как ни в чем не бывало, инспектором взвода номер 2, роты номер 4, батальона номер 4, управления патрульной полиции в Днепропетровской области. А 1 апреля его адвокат Андрей Осипов сказал УНИАН, что 21-летний патрульный Звонков теперь уже сможет вернуться к работе в полиции, что и требовалось доказать. А какие страсти кипели! В сентябре 2023-го на моих глазах повторился мини-2019 год, когда мои знакомые, люди, которых я считала достаточно неглупыми, брызгали слюной и яростно расшаривали всю эту ментовскую сказку о бедных овечках патрульных и пьянице, развратнике Силагаве и его грязном ритуальном бизнесе. И тогда я поняла, что с 2019-го методы управления толпой в Украине только оттачивались, и то ли еще будет. И украинская ментовка, как мы увидели год назад, это на самом деле хорошо отлаженный механизм, заточенный прежде всего на выполнение конкретных поставленных перед ними задач. И управляется она, по сути, прогонами от вышестоящего начальства, а не законами Украины. Именно поэтому, как можно догадаться, дело особенного патрульного замяли. Может, даже оно уже и закрыто. Если появятся какие-то новости по этой теме, они пойдут постскриптумом. И мы не знаем, что там было на самом деле. Первое, что приходит на ум, Силагаву заказали. Знак этого патрульные после трагедии аж никак не выглядели растерянными, а скорее как люди, которые выполнили свое задание, пусть даже и коряво. Вполне вероятно, что следствие поэтому и замяли, чтобы не доводить дело до судебного разбирательства. Но это только догадки, следствия мы так и не дождались. Так что забудем про нашу новую полицию, которая рождалась в 2016 году. Представители силовиков постоянно ловят типа на взятках. А кого словили, то в комментах люди пишут одно: значит, не поделился с кем надо. Иногда по жизни случается контактировать с иностранцами, и я всегда спрашиваю там шведа, американца, как вы относитесь к своей полиции? Вы ее боитесь или уважаете? Ответ один: уважаем. Уважаем ли мы украинскую полицию? Лично я ее боюсь даже больше, чем бандитов на улице. Вспомните, какие методы применяли к несчастной Татьяне Потынке, как к свидетелю. Угрожали засадить за сопротивление органам, подсылали мерзких своих медиахвойд для морального давления на девушку. Ради особенного патрульного им пришлось публично применить все свои фишки. И самое страшное, они не боялись их открывать. Они знают, что 80% населения их методы не срисуют, а на остальных всегда можно эти свои методы применить. И напоследок вишенка на торте. Помните, как год назад многих поразила личность патрульной Жилы? Народ удивлялся, как она вообще в очистке работает. И вот вам свежачок. Посмотри, врачкам.
Вы ведите себя нормально. Надо было спросить, как мне себя вести. Я ездить за рулем. Не говорите, что там. Ну, фотографии я веду видеонаблюдение. Ну, кричит. Я не снимаю, снимаю девочек на трассе. Я веду видеонаблюдение. Я веду видеонаблюдение. Я рад. Ну, я рад. Снимал? Не снимаю девочек на трассе, я веду видеонаблюдение. Вы прикройте. Ну, сейчас права будешь есть. Хорошо, так вы так и говорите. Хорошо, буду ездить на велосипеде. Ну и все.